Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы поговорим об источниках возобновляемой энергии, способных заменить нефть и газ. Вместе мы узнаем о передовых технологиях, которые становятся ключом к устойчивому будущему нашей планеты. От солнечной энергии до ветряных ферм, от гидроэлектростанций до геотермальных источников. Мы вместе исследуем возможности, которые открываются перед нами в области возобновляемой энергии. Давайте погрузимся в мир инноваций и энергетической трансформации, где каждый шаг приближает нас к более чистому и устойчивому будущему для всех. Поехали! Возобновляемая энергия – это энергия, получаемая из природных источников, которые пополняются быстрее, чем потребляются. Возобновляемые источники энергии используют природные процессы и ресурсы, которые либо практически неисчерпаемы, либо относительно быстро восстанавливаются естественным путем. Такие источники окружают нас повсюду, и они могут полностью обеспечить человечество энергией. Но по оценкам Международного энергетического агентства, на сегодняшний день лишь около 30% мирового производства электрической энергии обеспечивается за счет возобновляемых источников. Остальные 70% приходятся на ископаемые виды топлива – уголь, нефть и газ. Они являются невозобновляемыми ресурсами, на формирование которых уходят сотни миллионов лет. Более того, при сжигании ископаемых видов топлива для производства энергии происходят выбросы вредных парниковых газов, таких как углекислый газ. В то время как получение энергии из возобновляемых источников сопряжено с гораздо меньшими выбросами, поэтому имеет ключевое значение для преодоления климатического кризиса. Кроме того, применение возобновляемой энергии может помочь снизить стоимость электроэнергии, создать рабочие места и стимулировать экономический рост, а также работать с одинаковой эффективностью как в малых, так и в больших масштабах. Поэтому многие страны стараются по максимуму использовать альтернативные источники. Каждый из нас наверняка не раз своими глазами видел солнечные панели, современные ветряки или же те самые гидроэлектростанции. В настоящее время наиболее популярными возобновляемыми источниками энергии, способными заменить нефть и газ, являются солнечная энергия, энергия ветра, гидроэнергетика, энергия приливов, геотермальная энергия, энергия биомассы. И сейчас мы более подробно поговорим о каждом из них. Солнечная энергия. Когда речь идет о возобновляемых источниках энергии, чаще всего мы вспоминаем о солнечной энергии. Но способно ли Солнце заменить нефть? В мире не утихают споры на эту тему. С одной стороны, самая главная звезда в нашей галактике является доступным и чистым источником энергии. С другой, преобразование солнечной энергии в электрическую требует значительных инвестиций. Тем не менее, солнечная энергия является ключевым игроком в борьбе с привычным нам ископаемым топливом. Годовая солнечная радиация по энергетическому содержанию многократно превосходит все мировые запасы ископаемого топлива вместе взятые. Только за 1 час на Землю поступает столько солнечной энергии, сколько человечество использует за год во всех сферах. Солнечные технологии могут обеспечивать тепло, охлаждение, естественное освещение, электричество и топливо для множества применений. Эти технологии позволяют преобразовывать солнечный свет в электрическую энергию с помощью фотоэлектрических панелей либо зеркал, концентрирующих солнечное излучение. Кроме того, за последние десятилетия стоимость производства солнечных панелей резко упала, что сделало их не только доступным и экологичным, но и зачастую самым дешевым способом получения электроэнергии. За счет появления новых технологий и строительства новых электростанций к 2050 году доля солнечной энергетики должна значительно вырасти, и многие эксперты считают, что к тому времени она сможет заменить сжигание ископаемых углеводородов. Энергия ветра. Ветроэнергетика является бурно развивающейся отраслью, которая специализируется на использовании кинетической энергии ветра для образования любого другого типа энергии, необходимой для человечества. Этот источник возобновляемой энергии предполагает использование ветряных турбин или ветряных мельниц для преобразования энергии движущегося воздуха в электричество. Ветряные турбины обычно состоят из больших лопастей ротора, установленных на высоких башнях. Генератор вырабатывает электричество, вращая свои лопасти под действием ветра. Ветряные турбины, располагающиеся в районах с постоянным и устойчивым режимом ветра,
Ведь изменчивость и непостоянство энергии ветра требуют эффективной интеграции с системами хранения энергии или другими источниками энергии для обеспечения надежного и непрерывного энергоснабжения. Поэтому ветроэнергетика уступает солнечной как в эффективности, так и в популярности среди населения. Тем не менее, у этой отрасли есть огромный потенциал. Некоторые страны особенно интенсивно развивают ветроэнергетику. Например, согласно данным Wind Europe, в 2019 году в Дании с помощью ветрогенераторов было произведено 48% всего электричества, в Ирландии 33%, а в Португалии 27%. Гидроэнергетика. На гидроэлектростанциях в качестве источника энергии используется потенциальная энергия водного потока. Как это работает? Сперва солнце испаряет воду, которая затем выпадает на возвышенностях в виде осадков и стекает вниз, формируя реки. И непосредственно на реках строят гидроэлектростанции, сооружая плотины и водохранилища. Вода, накапливаемая в водохранилище, пропускается через турбины, вращающие генераторы и производящие электрическую энергию. Плотинные ГЭС обладают высокой эффективностью и могут обеспечивать значительные объемы электроэнергии. На сегодняшний день гидроэнергетика обеспечивает производство до 20% всей электроэнергии в мире. Абсолютным лидером по выработке гидроэнергии на душу населения является Исландия. Кроме нее, этот показатель наиболее высок в Норвегии, Канаде и Швеции. А Парагвай и вовсе на все 100% обеспечивает себя электроэнергией за счет гидроэлектростанций. Но есть и минусы. Затопление значительных площадей Земли при создании водохранилищ приводит к переселению людей, потере экосистем и миграции животных. Кроме того, строительство гидроэлектростанций требует значительных финансовых вложений. Энергия приливов. Приливы и отливы создаются гравитационным воздействием Луны на моря и океаны. Под действием приливов и отливов создается поток воды, который может быть использован для выработки электроэнергии. Для этого делают специальные электроустановки, приливные электростанции. По сути, это еще одна форма гидроэнергетики, которая дважды в день использует приливные течения для турбогенераторов. Она включает энергию волн, мощность морских течений и приливов, образуемых за счет кинетической энергии движущихся больших водных масс. Самые сильные приливы, как правило, возникают в небольших и узких заливах или устьях рек. Именно такие участки наиболее подходят для размещения электростанций, преобразующих энергию приливов в электричество, поскольку уровень воды в них может значительно меняться на протяжении суток. Для получения энергии залив или устье реки перекрывают плотиной и устанавливают гидроагрегаты, которые могут работать как в режиме генератора, так и в режиме насоса. Также гидротурбины для выработки электроэнергии могут устанавливаться на морское дно. Казалось бы, экологичность и низкая себестоимость – весомые плюсы, чтобы начать по максимуму использовать приливные электростанции. Но есть и минусы. В мире очень мало мест, где можно разместить приливные электростанции, да и изменяющаяся в течение суток мощность пока не позволяет полностью перейти на этот источник энергии. Геотермальная энергия. Это направление основано на использовании тепловой энергии недр Земли, то есть энергии горячих источников и гейзеров для производства электрической энергии на геотермальных электростанциях. В связи с отсутствием необходимости нагрева воды, геоТЭС являются в значительной степени более экологически чистыми, нежели ТЭС. Строятся геоТЭС в вулканических районах, где на относительно небольших глубинах вода перегревается выше температуры кипения и просачивается к поверхности. Доступ к подземным источникам осуществляется бурением скважин. Эта энергия доступна круглый год и не зависит от погодных условий, как солнечная и ветровая. К тому же потенциал масштабирования геотермальной энергетики огромен. Ученые вычислили, что каждое уменьшение температуры ядра Земли на 1 градус Цельсия приводит к выделению энергии, превышающей запасы всех известных ископаемых в 10 тысяч раз. На данный момент температура ядра достигает около 6000 градусов и уменьшается на 300-500 градусов за миллиард лет. Это огромные энергетические ресурсы.
Новейшие технологии позволяют пробивать скважины 10 километров вглубь Земли, поэтому геотермальные источники энергии могут быть доступны практически в любом месте планеты. Но чтобы развиться до необходимых масштабов, эта отрасль должна преодолеть значительные технологические и другие препятствия, чтобы снизить затраты и риски. Энергия биомассы. Биомасса является одним из наиболее гибких альтернативных видов сырья для производства энергии путем ферментации или сжигания. Сначала из отходов и остатков растений или животных получают газ метан. Далее получаемый биогаз может быть преобразован в электрическую энергию, тепловую энергию, пар или биометан. На сегодняшний день самым распространенным источником биомассы является древесина, мертвые деревья, ветки, пни, отходы производства досок и древесные щепы. Также в этот список входят сельскохозяйственные культуры, проса, конопля, кукуруза, соя, сахарный тростник и бамбук. Кроме того, благодаря своей быстрой скорости роста отличным источником биомассы являются водоросли. Самым большим преимуществом биомассы как источника возобновляемой энергии является нулевой баланс выбросов углекислого газа, выделяемого при ее сжигании. В этом цикле в атмосфере не увеличивается концентрация парниковых газов, так как углекислый газ постоянно перерабатывается. А при непрерывном потоке отходов экологическую выработку электрической энергии можно продолжать до бесконечности. Однако проблему глобального потепления биотопливо не решает. Ведь оно тоже сжигается как нефть и газ. Альтернативные источники энергии играют немаловажную роль в развитии устойчивой энергетики. Они не только помогают снизить негативное влияние на окружающую среду, но и способствуют устойчивому развитию и обеспечению энергетической безопасности. Ведь всегда дует ветер, всегда светит солнце, а Земля излучает тепло. Но, к сожалению, в любом переходе нельзя сразу отбросить старое и заменить новым. На сегодняшний день каждый из этих источников возобновляемой энергии по отдельности не может закрыть потребности человечества. Необходимо использовать комплексный подход, где каждый возобновляемый источник будет дополнять друг друга. Но технологии не стоят на месте, и мы надеемся, что через 20, 30 или 50 лет альтернативные источники энергии станут основными и в полной мере заменят нефть и газ. Мы должны стремиться к этому. Ведь только так можно спасти нашу планету от глобальной катастрофы. А как вы считаете, получится ли у человечества в ближайшем будущем заменить нефть и газ возобновляемыми источниками энергии? Делитесь с нами в комментариях.